Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре гордый итальянец, средний танк P43 без 6 левела. Вот проходная прокачиваем ветка. Вот такой вот у него столько вот наклонов брони, наверное, рикошетный, какой-то бронированный. Сейчас все будем изучать. И предлагаю сразу же начинать разбираться с бронированием P43 bis. Погнали. Вот наша Collision модель P43 bis. Давайте правильно его поставим. Вот так вы его будете наблюдать. НЛД у нас 60 мм, переведенки 72, картон, ВЛД. Вот ВЛД уже интересное. У нас средний танк, не тяжелый, средний. И у нас 80 мм ВЛД. Извините, в переведенке 129, сверху 138. Надгусеничные полки рикошетные под хорошим углом. Вот. 159, 160, 170. Нифига себе. Да, НЛД дырявая, вот ВЛД и надгусеничные полки прям имба. Имбическая. А по поводу маски орудия. Вот, она у нас такая, можно сказать, плита под наклоном. Да, давайте глядеть, а что там по броне. Ну-ка, поставили, смотрим. Маска орудия 100 мм. А снизу 110. Ну, в целом 110. Есть вот этот вот скосик дополнительный. Он, конечно, прибавит. Причем существенно. 152. Щеки башни передние 88. Вот эти скосы по 130. Эти рикошетные 156. Крышка верхней 51. Принцип пробивается. Лючок 60. А в целом по маске какие-то снаряды она будет сдерживать. Вот эти щеки однозначно. Но вот это полное дерьмо. Ладно, боковое бронирование 50, вверху 59. Фальшборд. Будет ли он танковать? Конечно, будет. Все будет танковать. P43 bis у нас отлично танкует, за исключением вот этой вот щеки, которую он подставляет при танковании. Здесь уже, ну, тоже немало, 97, но все равно все не то. Итак, у него крепкая ВЛД, надгусеничные полки, вот эти щеки, дальше более-менее маска, а вот эти части башни и лючок, конечно, картон, включая НЛД. Погнали в анкет. Нам предлагается пушка стоковая, на ней мы фигарим, да, 3,8 КД. Но нас интересует вот это с КД долгим 7,5 секунд. Но альфа приятный 240, пробитие основным 140, голдой 180. Время сведения 2,4 более-менее. Точность не самая лучшая на стоке 0,4, ДПМ почти 2 косаря, но это опять же за альфы. Вот, по поводу башни, у нас, значит, 80, 50, 50, и вот нам нужна вот эта вот, да, топовая башня. Обзор здесь, по-моему, лучше, а скорость поворота такая же, ну-ка. Да, обзор 350, здесь 360. Плюс 10 метров дает топовая башня. Рация, безусловно, среднему танку нужна. Тут плюс 100 метров. Подвижность танку нужна, но даже с топовым двигателем и, например, с турбиной, если вы поставите, все равно танк едет медленно. Не знаю, не хватает мне на P43 подвижности. Здесь у нас лошадей 430, здесь, казалось бы, 520, но сильно это не помогает. По поводу ходовой, 42 градуса скорость поворота, здесь сколько? 38, да, 4 разница. Вот, качать тоже обязательно. По полевой модернизации мы, кстати, можем чик, чик, о. Давайте, что у нас тут? Скорость поворота ходовой, штраф, ну, однозначно легкосплавные узлы. Все. Здесь у нас от разброса при движении ходовой, от размера круга сведения. Точность у нас не самая лучшая, да? Ну и танк у нас такой полутяж, который всегда идет впереди. И стрелять на ходу мы будем, ой-ой-ой. Ну, блин, 0,4 точность. Все-таки мы не тяж. 0,39. Да, наверное, все-таки лучше плавающий прицел. А максимальная скорость назад, а это дает незаметности.
Скорость ремонта ходовой. Наверное, все-таки незаметность. Ну, блин, средний танк. Ну, ребят, при всем моем уважении. Так, стандартный комплект дефолтный ставим оборудование. В основной слот, дающий подвижность, дополнительную турбину, просветленку, досл. Вместо просветленки иногда можете ставить, ну не знаю, вентилятор. По снарядам основной ББХ 700 летит медленно. Голда здесь подкалиберная, летит тоже 750. Такой себе. Вот скорость полета снаряда у этой пушки полное говно. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Но я поставил допаек, потому что пересадил с Проджет 65 экипаж и не перебучал на эту машину. И пайком минимизирую эти потери. Извините, голду тратить не хочу. Даже для обзоров. Буду играть на танке инвалиде. Вот. УВН у нас 7. Это минимально комфортный градус склонения орудия. Вот. 5-6 дерьмо. 7, ну уже что-то есть. Но все равно мало. По ХП у нас 830 нормально, как для 6 уровня. По мобильности 55 вперед, 23 назад, почти 18 лошадей на тонну. Но, я вас уверяю, цифры какие-то кривые, потому что, ну, 55, чтобы ему набрать, это его надо, не знаю, с самолета сбросить и без парашюта. Вот тогда он их наберет. То есть, реально его нормальная скорость передвижения это до 45. 55, скорее всего, едет под гору. По незаметности, у меня перк незаметности. Тык. Вкачан только одного члена экипажа. Ну, тут где-то 30 на 20. По обзору 400 метров почти. У меня штраф так был там 420. По плюсу-минусу машины. Против других средних танков на 6-м левеле, любых наций, у нас все-таки есть реально неплохая броня. И это глупо отрицать. Вот, это плюс. По подвижности вы скажете, о, он едет, 55. Ни хрена он их не едет. Подвижность этого танка, она такая спорная. Плюс-минус, что называется. И не в плюс, и не в минус. Маловато. По пушке однозначно тоже такой плюс-минус, плюс в сторону альфы, комфортная альфа, да, орудие, но хреновая точность, долго сводится орудие, достаточно долго заряжается, медленные снаряды и достаточно посредственное склонение УВН, да, орудия. Поэтому, ну, наверное, больше минус, нежели плюс все-таки по пушке. Да, альфа неплохая, но, блин, все остальное полное дерьмо. По незаметности танк низкий достаточно. И как для средних танков, в принципе, незаметность здесь у него нормальная. Вот. Ну, вроде бы и все обсудили, да. По обзору тоже все норм. Если экипаж переобучен, 420 метров. Думаю, надо ехать, попробовать покатать. Погнали. Так, попали на лайвокс. Одноуровневый бой, честный. Да, 6 уровня. У нас обзор боем танка итальянского среднего П-43 БИС, проходная прокачиваемая ветка 6 левела аппарат. Вот. КВ-2 у них и Ферелли ВК. Угу. Ну что, в город поедем биться? Будем искать КВ. А чё нет-то? КВ-2 кого поехал. Красавчик. Настоящий воин. Да. Один в поле не воин. В этой игре уж точно. О, ЛТХ уже все поиграла. О, Т-37 обнаружили мы. Оп. Оп.
Т-37 тоже отсох. Но надо уходить. Ой. Че я в городе один буду делать? О. Отходим. Надо было изначально не ехать. Так. Короче, не хотят они тут наступать, да? Походу. А МХ-12 отошел, кстати. Че, поехали Т-34 искать? Вот он. Все, Т-4 откисла. Тайпок едет. КВ-2 гребает. Все, готово. Опа! Вот это неприятно было. Полтораху дали, 409 насветили, а торты умерли. Ну что хочу сказать. Нормальный, более-менее сбалансированный танк, даже что-то рикошетит. Нормальное орудие. Вот, видите, вот воин стоит у нас. Да, победа. Полторашку дали, 400, ну почти 2К. Сойдет. Но подвижности, как мне, для этой машины не хватает. Странно. Блин, как-то она все равно медленно для среднего танка ползает. Не знаю, привык, может быть, к десяткам, где средние танки это ракета летящая, да, а здесь, ну, такое. Ладно, сойдет.
Что у нас там по итогам боя? Первое место, 2 фрага. Голдой в перемешку с ББХами стрелял, и того даже все равно в плюс вышел. Как по мне, ну, более-менее играбельная машина, но все равно точность орудия, подвижность, так как и тягалая. Я бы по пятибалльной системе 3 с небольшим плюсом, ну, практически твердая тройка. Не знаю, как по мне. Оборудование, мне кажется, оптимальное для этой машины. Стандарт комплект СТ-шек для 6 уровня подходит более-менее. Ребят, пишите свои комментарии, есть ли у вас такая машина в ангаре, какое вы используете оборудование. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, кто до сих пор это не сделал. А я вам говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.